Всем привет! На обзоре ламповый, так скажем, интегральный стерео предусилитель. Сейчас рассмотрим более подробно. Всем приятного просмотра! Одним только внешним видом создается теплые впечатления или же, так скажем, ностальгию по открытому выразительному звучанию. Поставляется усилитель вот такой фирменной упаковке. Сбоку можем видеть название модели, исполнение в черном цвете. Есть еще в серебристом цвете, но там окрашена только передняя часть. В комплект поставки входит что-то вроде похожее на сертификат с отметкой, небольшое руководство пользователя на английском и китайском языке, где также можем видеть все основные технические параметры аудиоустройства. Из основных параметров видим название лампы, далее интерфейс вход-выход, частота от 20 Гц до 20 кГц, ну и довольно компактный размер устройства, вес порядка половины килограмма. В комплекте также две лампы. Есть какая-то маркировка на стекле. Блок питания с постоянным выходным напряжением на 12 вольт и током до 1 ампера. И вилка здесь хорошо, что без переходников, прямо под наши стандарты. Разъем примерно 5,5 мм и длина порядка 1 метра. Сам блок усилителя достаточно компактных размеров. Еще одна бумажка, похожая на сертификат соответствия, также с отметкой. И для надежной транспортировки видим достаточно хорошую упаковку, уплотнение. Внешний вид и качество обработки видим все очень аккуратно. Большие резиновые ножки для удобного размещения и фиксации на плоскости. Регулятор здесь с таким характерным ходом. Есть как бы определенный шаг, который при быстром вращении особо и не чувствуется. Но регулятор здесь не из тех, что криво посажено или то, что выпадает, а реально отличного качества, как на серьезных больших усилителях. Надежный металлический тумблер для включения и отключения устройства. На обратной стороне можем видеть тюльпаны для аудиовхода, например, для подачи звука от спутникового ресивера, радиоприемника, компьютер, телевизор и так далее. И разъемы справа – это уже выход сигнала, и крайнее гнездо – это вход питания. Сверху также можем видеть гнезда под лампы, и в центре это красный светодиод, имитация настоящей высоко нагруженной лампы. Теперь заглянем и в начинку прибора. Спереди 4 винта под шестигранник. На задней части тоже снова 4 винта и 2 по центру, непосредственно, который держит всю внутри сборку. Внутри смотрим, хорошая компонентная база, есть соответствующая маркировка компонентов, никаких следов от канифоли, пайки, все очень аккуратно. Справа на входе можем видеть из 6 банок фильтрацию входного питания. Смотрим гнездо под лампы, кто-то в отзывах писал о том, что криво все запаяно, только не представляю, как здесь можно как-то по-другому запаять, поскольку ножки встают с ограничением по фиксации. На сборке также видим версию релиза, также полное название модели. Установлены также самые популярные пленочные конденсаторы. По центру также видим отдельную сборку. И на обратной стороне качество пайки, конечно, неплохое. Вот флюс, конечно, не отмыли. Достаточно плотно устанавливаются лампы, и вот такой получается конечный вид данного предусилителя. Данная модель на рынке достаточно давно, но при этом обсуждение и популярность модели не стихает.
причиной тому это прекрасный звук, особенно для тех, кто хоть какое-то жизненное отношение имел с лампой. Само одно слово восприятие теплого звука, то в данном конкретном усилителе это такой небольшой эквивалент взрослого усилителя, но при этом звук реально преображается в красках. Но здесь уверен, что те, у кого уши, слух или, так сказать, особенно развит, могут иметь иную точку зрения. Буду очень рад, если напишите, и если вообще такой существует в данной ценовой категории, более лучшего звучания, чем на этом блоке предусилителя. Есть определенные впечатления от связки с таким транзисторным усилителем класса А. Звук, конечно же, бесподобный, но здесь опять же надо слышать. И, на мой взгляд, тракт силовой части нет смысла совмещать все в одном корпусе и излишне пичкать операционными усилителями, модулями Bluetooth и более развитой компонентной базой, помимо подорожания стоимости, не всегда ведет к улучшению качества, особенно если речь идет о соотношении цена и качество. Что же касается свечения вот этих ламп, имитация своего рода раскаленного металла, вернее раскаленной лампы, все-таки идеальный цвет это красный. Кто-то пытается сюда ставить более яркие светодиоды. Это, конечно, создает более яркий эффект, но в темноте такая яркость будет переходить границу из теплого в безобразно яркое освещение. А здесь она имитирует как настоящую, хотя они и так настоящие, но не так сильно нагруженные, как в силовой части усилителя мощности. Также в следующем ролике попробуем провести полное музыкальное тестирование в разных жанрах, уже непосредственно с усилителем мощности от данного бренда. Будем смотреть и технические моменты на разных формах сигнала и определенно составить настоящее впечатление. Ну и живые размеры. Смотрим размеры, длину, ширину и высоту. Лампа, хотя и создает хорошее тепло, корпус при этом даже спустя несколько часов прогрева не так сильно поднимается в температуре. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!